Привет! Мы на Мадейре. Приехали сюда на 12 дней и попробуем захватить как можно больше таких красивых мест. Погнали! Почти 6 часов полета из польского аэропорта Катовица, и мы приближаемся к красавцу острову Мадейра. И начнем мы с рубрики «Где это находится?». Мадейра – это остров и одноименный архипелаг, находящийся почти в 700 километрах к западу от Марокко и в 450 километрах к северу от Канарских островов. Он принадлежит Португалии и состоит из 25 островов, 2 из которых обитаемые. Сюда летают известные лоукосты, поэтому добраться можно дешево из крупных городов Португалии, а также многих других городов Европы, в том числе из польских, к примеру, Варшавы или Катовицы. И в продолжении темы перелетов следует отметить, что аэропорт Мадейры входит в список самых опасных в мире, поскольку требует от пилотов выполнения особенных маневров. К этому следует также добавить сильные ветра, частую низкую облачность и короткую взлетно-посадочную полосу, которую, к счастью, увеличили после нескольких авиакатастроф. Это один из немногих аэропортов в мире, где инженеры построили взлетно-посадочную площадку, которая состоит из искусственных островов и свай и больше напоминает эстакаду. Фу, мы приземлились в аэропорт на Мадейре, и это было действительно страшно. Видимость никакая, полностью все в тумане. И такое часто бывает, что рейсы либо отменяют, либо разворачивают обратно, либо просто переносят на другой аэропорт. Наш, кстати, рейс тоже планировали отправить на аэропорт Тенерифе, но облака разделились, и мы успешно приземлились на Мадейру. А точнее в аэропорту имени Криштиану Роналду, который находится в 20 километрах от главного города острова – Фуншал. Добраться до него дешевле всего на автобусе, который курсирует с интервалом в 1,5 часа, а сама поездка занимает около 30 минут. Вот такая долгая дорога, и мы наконец-таки прибыли. Освежился после дороги, но всю красоту уже покажу завтра. Так что спокойной ночи. И начнем мы обзор острова с самого большого города Фуншал, а точнее с его исторического центра. Фуншал – главный город и морской порт острова Мадейры, а также столица одноименного автономного региона. Почти половина населения острова, численность которого составляет около 250 тысяч человек, проживает именно в этом городе. Сердцем города является старый город с белыми домами и красными черепичными крышами. Из достопримечательностей можно выделить муниципальную площадь, кафедральный собор и дворец-крепость Сао-Лоренцо. Меня же больше впечатлило здание Банка Португалии и живописная улица, на которой он расположен. В целом же просто приятно погулять по улочкам города, где много уютных и недорогих кафе, ресторанов и магазинов. Примечательно, что улицы старого города выложены брусчаткой из вулканических камней. Также в центре расположен колоритный рынок, где можно купить различные сувениры, а также экзотические фрукты, которые не только привезены, но и выращиваются здесь, на острове, такие как авокадо, папайя, гуава, маракуйя, гранадилла и бананы. Рынок, конечно, красивый и колоритный, но цены явно на туриста в раз 5 завышены. Рядом с рынком начинается уникальная улица с раскрашенными дверями, которая пользуется популярностью у фотографов и блогеров.
Она довольно длинная и тянется параллельно набережной до порта Сантьяго. Это тихое и красивое место с уютными кафе и ресторанами у океана. Сюда лучше приходить вечером, чтобы встретить закат и просто отдохнуть от городской суеты. Здесь также расположен один из немногих пляжей города. Он маленький, каменистый и, мягко говоря, не живописный, как в принципе и другие пляжи города. Поэтому, если вы ищете красивое место для купания, то стоит ехать за город, но об этом немного позже. В городе также есть набережная, которая простирается на несколько километров. Она зеленая, с большим количеством цветов и декоративных растений. И как обычно здесь расположены кафе, рестораны, можно увидеть уличных музыкантов и художников. Здесь также находится памятник и музей одному из самых известных людей острова – Криштиану Рональду, который родился и начал свою футбольную карьеру здесь, в Фуншале. Поскольку Криштиану Рональдо родился на острове Мадейра, здесь ему установили вот такой вот памятник. И не только установили памятник, но и создали целый музей. Музей полностью посвящен легендарному игроку. На входе встречает изображение Рональдо с различными наградами, такими как золотой мяч и золотая бутса, обладателем которых он неоднократно становился. На стендах расположено большое количество различных трофеев, которые завоевал в составе Спортинга, МЮ, Реала, Ювентуса и сборной Португалии. Много стендов, посвященных биографии игрока, и даже есть его полноразмерная фигура. Не обошлось и без современных технологий. Здесь можно сделать фотографию с виртуальным Криштиану. Музей очень популярный, и помимо многочисленных туристов, можно даже встретить съемочные бригады. Если вы большой фанат Криштиану Рональдо, то я рекомендую этот музей к посещению. А если нет, то приезжайте лучше на Борисов-арену и посетите музей футбольного клуба Батэ. Фуншал также славится своими парками, часть из которых расположена в центре города. Это островок тишины, который напоминает мини-джунгли. Особенно удивляет густая растительность и большое количество диковинных субтропических растений. Что впечатляет, вот парки с большим обилием разных растений. Просто кайф. И чтобы получить вау-эффект, мы поедем в следующую локацию. В пригороде Фуншала на горе Монте находится одноименный район, добраться до которого можно на городском автобусе. Здесь расположена красивая церковь в традиционном португальском стиле, откуда открывается красивый вид на город, а чуть ниже, казалось бы, обычная асфальтовая дорога. Здесь организовали спуски на специальных санях табаган. Двое мужчин в белом с соломенными шляпами на голове спускают туристов по склону протяженностью почти 2 километра в плетеной корзине. Причем тормозят они только своими сапогами. Перед тем, как прокатиться на санях, придется отстоять в очереди и выложить немалую сумму за это развлечение. Это очень популярный аттракцион, про который не только написано во многих путеводителях, но и рассказано многими travel-блогерами. По мне так странное развлечение. Платить такие деньги, чтобы на каких-то санях съехать по асфальту вниз. Мне кажется, в детстве было то же самое, только бесплатно. Сюда также можно добраться на фуникулере с потрясающим видом прямо с набережной Фуншала. Правда, это обойдется в разы дороже. Главная достопримечательность этого места – тропические сады Монте, ради которых сюда мы и приехали. В парке собраны уникальные мозаики, на которых изображены различные этапы истории Португалии, а также две выставки, одна из которых – коллекция минералов, собранных из различных частей земного шара, а вторая – африканская страсть. Я вообще не понял, при чем здесь эти африканские мотивы в португальском парке. Ну ладно, пойдем дальше. В парке собрано большое количество экзотических растений, привезенных из разных стран мира, которые соседствуют с различными водоемами и мини-водопадами. Парк оформлен в восточном стиле, поэтому здесь можно встретить статуи Будды, пагоды и другие элементы азиатской культуры. Вот это главная изюминка парка, вот это дворец и вот эти все водопадики. Просто красотища. Вся эта красота появилась в 18 веке, когда английский консул купил участок к югу от церкви в Монте и превратил его в поместье, которое затем назвали «Поместье удовольствий».
Не знаю, про какие точно удовольствия шла речь, но фотографии этого парка на фоне дворца можно найти на многих постерах про Мадейру, Фуншал, а также в инстаграм-аккаунтах путешественников, которые здесь побывали. Ну, в целом 2 часов на парк вполне достаточно. И пора возвращаться на автобусе назад в Фуншал, а точнее в наш отель, который расположен в западной части города, наряду сотни других отелей. Правда, не у океана, а повыше, в тихом и спокойном месте. Кажется, я нашел то место, откуда открывается самый лучший вид на Фуншал. Здесь можно любоваться закатами, ночным городом и рассветами. Особенно интересно наблюдать, как каждое утро в город прибывает очередной лайнер. А именно в этот день впервые прибыл один из самых больших лайнеров в мире. И вот такой вот лайнер вмещает 6500 человек, и местные всегда в курсе, когда они приезжают, чтобы учитывать работу своих кафе и ресторанов. Как правило, у пассажиров лайнера есть почти целый день, чтобы как можно больше захватить достопримечательностей острова, потому что вечером корабль отправляется дальше по маршруту. И такое чувство, что для местных жителей увидеть такой лайнер – это целое событие. Нам тоже пора покидать Фуншал, чтобы увидеть настоящую красоту острова. Мы арендовали машину, так значительно удобнее. Теперь едем смотреть самые красивые места острова. И скажу, что цены на аренду машин очень высокие. Мы арендовали эту машину через телеграм-чат, и цена вышла 40 евро в сутки. А если бы через сайт смотрели, то цена начинается от 50 евро. Первой точкой нашего маршрута станет мыс Кабу-Жирау, который находится в 15 километрах от Фуншала, а точнее смотровая площадка со стеклянным полом, которая расположена на вершине огромной скалы. Смотри, как высоко. Это самая высокая скала Европы и вторая по высоте скала в мире. Кабу-Жирау — это не только высокие скалы, но и потрясающе красивое и уникальное место. И все, что отделяет от этой красоты, это стеклянный пол. Но не все решаются на него ступить. Давай. Why are you filming, by the way? Место, конечно, с потрясающим видом, так что обязательно заедьте сюда. Тут же рядом есть кафе с видом чуть похуже. И, кстати, вход на обзорную площадку бесплатный, но, судя по турникетам, которые устанавливают, скоро будет платным. А мы едем дальше по побережью, по высоким скалам в поиске красивых мест. Хотя красивые места здесь даже не нужно искать. Дорога на запад острова проходит через живописные горы, которые разрезают современные тоннели, из которых буквально выныриваешь в нужном городке. Один из них – небольшой, но очень приятный городок Понта-ду-Соль, расположенный в небольшой бухте между холмами. Здесь можно выделить церковь в испано-арабском стиле, уютные узкие улицы с кафешками и, конечно же, набережную с каменистым пляжем. Мадейра не может похвастаться своими пляжами, поэтому по местным меркам вот это просто отличный пляж. Все, пошел купаться. Крепко. Ой, можно так и ноги сломать. Вода в ноябре достаточно теплая, температура как минимум 23 градуса. Но это не просто так. Понта-дель-Соль считается самым теплым местом на Мадейре. Короче, все хорошо, кроме захода в воду. Просто жесть. В целом же место очень спокойное и, я бы даже сказал, романтичное. Особенно впечатляет кафе, которое буквально нависает над пропастью, а также каменный мост, который соединяет между собой несколько скал.
Рядом с этим городком также есть сеть старинных тоннелей и необычные водопады, но их посмотрим завтра, поскольку уже темнеет и пора ехать в наше следующее жилье, находящееся в 15 километрах отсюда. Вид, конечно, просто супер, смотри. А, ну это еще не квартира, квартира здесь. Вот такой вот номер. И самая главная фишка — это вот такой классный вид с закатом и рассветом. Ну, сейчас рассвет. Мы остановились в маленьком живописном городке Эштрейту-да-Кальета, который расположен на холме рядом с побережьем, и недалеко в горах находится одна из самых красивых локаций острова. И с утра мы решили не отсиживаться в номере, а отправиться вот в эту красоту. А точнее на обзорную площадку Рабакал, которая находится в горах, откуда начинается множество маршрутов по реликтовым лесам. Реликтовые леса — это те, которые были вот как 200 миллионов лет назад, когда были динозавры, там ящерицы всякие, такие вот живности ходили. Вот практически поднялись на самый верх, и мы как бы въехали в облако, поэтому здесь такая легкая изморозь. Вот практически ничего не видно, и вот такие густые-густые леса. Очень красиво. Красиво, но очень дождливо. Такая погода явно не входила в наши планы. Я читал гид, что нужно взять с собой, писали непромокаемую обувь и дождевик. Короче, ну вот эта штука непромокаемая, а вот обуви у меня нет. Ну ничего, как-то попробуем. Ну что, теперь я больше одет по погоде? Для туристов здесь установили информационный стенд с указанием карты маршрута, а по дороге встречаются указатели, так что навряд ли получится заблудиться, хотя я рекомендую использовать специализированные карты. Нам предстоит пройти около 4 километров практически вниз, и потом столько же, только вверх. Поначалу идет асфальтовая дорога, с которой необходимо свернуть на каменистую лестницу, ведущую к Ливаде. Именно с этого места начинается настоящая красота, а именно густая зеленая растительность и большое количество ручьев и мини-водопадов. И главный плюс дождливой погоды – это малое количество людей, поэтому, несмотря на грязь, можно идти и наслаждаться звуками природы. И это однозначно самое красивое место, которое я пока что видел на Мадейре. Просто супер. Оно бы могло посоревноваться с самыми живописными местами Бали. Маршрут 25 источников очень живописный, поскольку зачастую проходит по краю обрыва и сменяется чередующимися лестницами то вверх, то вниз. И даже проходит через каменный мост с потрясающим видом на пропасть и на зеленые горы. Вот оно, еще одно фантастически красивое место неподалеку от первого. Супер просто. Кайф. После многочисленных подъемов и спусков выходим на тропинку вдоль Ливады. Ливада — это уникальное явление, которое можно встретить только на Мадейре. Это система узких каналов, с помощью которых вода из более влажной северной части острова поступает в засушливые южные регионы. Тропинки вдоль Ливад идеально подходят для исследования затерянного мира Мадейры. И если надоест долго идти вдоль нее, можно срезать через не менее живописные, но сложные для прохождения участки. Почти час ходьбы пешком по живописным местам, и вот он, наконец, красавец-водопад. Локация, конечно, классная, но следующая, думаю, будет не хуже. И для того, чтобы попасть на Ливаду до Риско, необходимо пройти большую часть маршрута назад и свернуть по указателю. Это простой маршрут, по которому можно идти даже с детьми. А этот водопад еще выше и не менее красивый. И помимо водопада, здесь вот такой вот ущелье и просто суперский вид. Так что это место обязательно к посещению. Ну вы поняли, что нужно идти в высокой трекинговой обуви с высокими носками.
и непромокаемой одеждой, а не как я. Самое интересное, что внизу полностью все в тумане, ничего не видно, поэтому нет смысла запускать дрон. Так что еще приедем, возможно, завтра и погуляем по другим локациям. На побережье между городами Кальета и Понта-ду-Соль проходит сеть старинных, но еще действующих тоннелей. Они буквально вырезаны в скале, имеют тусклую желтую подсветку и больше похожи на сказочные шахты из фильмов. Помимо всего, они окружены мини-водопадами и создают впечатляющий колорит. Здесь находится старинный тоннель, и вдоль него идут вот такие вот водопады. И самый большой из них – водопад Ангелов, который не спадает с огромной горы прямо на дорогу. А под водопадом можно не только пофотографироваться, но и немного повеселиться. И ты едешь на машине, и он прямо на тебя льет. Интересное такое ощущение. Вот это понимаю! И машину помыл, и себя! Вот это развлечение. Класс. Только сиденье мокрое. Нам же остается заехать на набережную, искупаться, посмотреть, как прыгают с башенного крана и отправиться в нашу квартиру, чтобы насладиться закатом. Сегодня более солнечно, поэтому попробуем поехать в те же места и немного другие и снять всю эту красоту с дрона. Ну что, поехали? Немного не доезжая до смотровой площадки Робокал, есть парковка, откуда начинается тропа к тоннелю, который является частью Левады 25 источников. Это живописный маршрут, проходящий через эвкалиптовые леса, которые особенно сказочно выглядят, когда облака опускаются низко и выходит солнце. Прошлись буквально километр, и здесь вот начинается тоннель. Он не построен не просто так, а здесь проходят левады. Люди строили левады на Мадейре столетиями, с начала 16 века и до конца 20-го, и часть из них проходит через вот такие искусственные тоннели. По разным данным, общая протяженность каналов составляет от 2 до 3 тысяч километров, а многие из старинных левад функционируют до сих пор. Вот здесь находится старая левада, которая была построена еще в 16 веке и немного позже. А сверху находится новая труба, которая уже в наше время была построена. И с гор вода течет на поля для орошения, потому что на севере влажно, а на юге очень сухо. Как-то так. И вот так вдоль этого туннеля идешь 1,5 километра. Дальше тоже лужа? Ну да, но тут хотя бы камушки какие-то есть. Вообще очень страшно, потому что очень темно, ни грамма света дневного. Вот, лужа. Вот уже километр, наверное, прошли, и виднеется уже конец. Вообще очень интересное место, конечно, идешь, все такое, как будто в древности, вода. Тут течет, тут немножко капает иногда. Ну такое, что-то новенькое. А дальше уже идут те тропы, по которым я вчера ходил. Но уже не один, без дождя, с хорошим обзором и возможностью запустить дрон. Правда, с большим количеством туристов. Водопад очень крутой. Фотки и видео вообще ничего не передают, но вживую это очень красиво. И чтобы ощутить всю красоту этого места, мы отправились на водопад Риска, по дороге на которой встречается много эндемичных растений, то есть те, которые произрастают только здесь, на Мадейре. И одно из них вы наверняка знаете. Что-то даже нет сомнений. Черника на гигантских кустах. Покажи. Сейчас. Ой. Вот. Представляете, вот этот здоровенный куст, это куст черники. Он просто выше, чем я. И вот настоящие плоды черники. Никогда такого не видел. А там 3-метровые или 4-метровые вообще. Просто гигантские
Ого, так там все 5 метров. Да. 5-метровые кусты черники, это вообще нереально. И все, что нужно, чтобы их найти, это просто немного свернуть с тропы, но без фанатизма, чтобы найти дорогу назад. Вот он, красавец водопад. Риско. Водопад не только очень красивый, но и очень высокий. Он состоит из нескольких каскадов, а его верхняя часть буквально касается облаков. И здорово то, что можно подойти к нему близко и максимально ощутить его красоту. Красота здесь неописуемая, вот эти все водопады, один, второй, вот эти скалы. И самое главное, это вот эта зелень, она просто пышная. И идешь, и постоянно вот такие вот водопады. В этой долине расположено еще множество маршрутов, но исследовать все вовсе не обязательно, поскольку пейзажи большинства из них не сильно отличаются. Поэтому мы возвращаемся обратно к машине, чтобы посмотреть совсем другие виды. А мы сейчас идем по настоящему эвкалиптовому лесу, и такая высокая влажность и тепло, и прямо чувствуется вот этот запах эвкалипта, просто класс, как, знаете, в бане подлил такой. В общем, еще немного наслаждаемся прогулкой среди эвкалиптовых деревьев и отправляемся вглубь острова, выше облаков, где находится уникальное место Пауль-да-Серра. Это самое большое и наиболее обширное плато на Мадейре, со средней высотой около 1500 метров, откуда вниз хорошей видимостью видно как южное, так и северное побережье. Помимо всего, здесь расположено большое количество ветряных мельниц, которые отлично вписываются в местный пейзаж и создают идеальную картинку этого места. Красота. Но, пожалуй, самый красивый вид на ветряные мельницы открывается на обзорной площадке Бика-да-Кана. И не только на них, но и на побережье, горы и облака. Место потрясающе красивое, поэтому обязательно запишите это место в ваши заметки. Нам пора прощаться с этим красивым регионом и отправляться на самый запад острова. И первой точкой нашего маршрута будет городок Понта-до-Парго, добраться до которого можно быстро по побережью, где находится дорога, проходящая через тоннели, которые можно периодически разбавлять участками по серпантину. Видишь, какая достопримечательность популярная. Судя по количеству людей, это популярная достопримечательность. Но оно не зря. 14-метровый маяк Понта-ду-Парго расположен на самой западной точке острова, на огромной скале, возвышающейся на 300 метров над уровнем моря. Это самый высокостоящий маяк Португалии и один из самых популярных. К нему ведет дорога через тоннель, из которого буквально выныриваешь около маяка с видом на океан. Он функционирует около столетия и так же, как и другие маяки, помогает кораблям в навигации. Объект признан культурным наследием региона, а внутри здания находится небольшой музей. Но, по моему мнению, это скорее потрясающее место, чтобы проводить закат. Закаты в этом месте просто пушка. Но нам пора ехать в наше следующее жилье, в городок Порту-Мониш, который находится на северо-западе острова, дорога до которого проходит по горному серпантину. Фу, наконец-то. Спать и все.
Порту-Мониш небольшой, но уютный городок на северо-западе острова Мадейра, главной достопримечательностью которого являются природные лавовые бассейны. Но из-за погоды об этом расскажу немного позже, а пока отправляемся в другое, не менее красивое место. А сейчас мы отправляемся в реликтовый лес Фаналь, который находится вот там в горах и является одной из главных достопримечательностей острова. Погнали! 15 километров живописной дороги, и мы снова поднялись на плато Паул-да-Серра. В этом регионе острова часто идут дожди и влажная погода, поэтому плато фактически выполняет роль резервуара для всего острова, воду которого берут для орошения в засушливых регионах. Кроме того, это место является настоящей колыбелью для лесов Лауры Сильвы, лавровых реликтовых лесов острова Мадейра. И одно из лучших мест, чтобы с ними познакомиться, Фанал, куда мы и приехали. А здесь себя ощущаешь, как будто в сказке. Виды просто нереальные. Вот это реликтовые лавровые деревья. И вот такая коротенькая зеленая травка. Крайне живописно. В целом растительность острова Мадейры очень богатая, разнообразная и во многом уникальная, включая немало видов, которые вы нигде больше не встретите. Около 20% всей площади острова занимает леса Лаури Силвы. Эти лавровые тропические леса являются уникальным домом не только для многочисленных редких растений, но даже некоторых видов животных. Несколько десятков лет назад они были внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Динозавра не хватает здесь. Только плотоядного. А то он бы нас съел. Погода здесь резко меняется. Сначала было солнечно и так ярко-зелено, а сейчас уже налетели облака и стало немного так пасмурно. И остается дождаться, когда здесь полностью затянет туманом, и тогда будут красивые фотографии деревьев в тумане. В дождливую и туманную погоду это место больше похоже на какой-то мистический мир и напоминает кадры из «Властелина колец». Но все-таки здорово сюда попасть и в солнечную погоду, чтобы насладиться сочными зелеными пейзажами. Место супер живописное, но пора ехать дальше. Вот этот регион буквально разрезан тропами везде. Хочешь направо, тропы идут на водопады, на обзорные площадки. Слева тоже. Мы же отправились в Паул-да-Серра в район водохранилища, где проходит малоизвестный маршрут. Ни одного туриста, и дорога вот такая прям жестко идет. И скользкая. Вот такая вот тропа. Не знаю, сможем мы пройти или нет. В итоге мы вышли на Леваду, которая привела нас в красивую и, главное, безлюдную лагуну, где можно воссоединиться с природой, окунувшись в ее воды. Вода леденющая, градусов 6, не больше. Как зимой в проруби, наверное. Тут же есть тропинка, идущая вниз, которая ведет к лагуне ветров. Здесь расположена вторая часть каскадного водопада Риска, не менее красивая и практически безлюдная. И если подойти к краю обрыва, то открывается пугающий, но очень красивый вид на нижнюю часть водопада. И это последний камень, который меня защищает вот от этой огромной пропасти. Если чуть нога соскользнет, то просто вниз. Но вниз нам не нужно, а нужно на самый верх, чтобы вернуться к машине. А вот так физически я выгляжу после того, как на всей скорости поднялся с самого низа наверх. Это заняло, может, 10 минут прямо в жестком темпе. Ну, с меня льется, как из ведра. Но благо уже осталась почти равнина. А вся красота находится вот там внизу. Оттуда, собственно, я и поднялся. А мы уже выше облаков, на самом верху. Нам пора возвращаться обратно в отель, но по дороге остановимся еще в одном месте, а точнее нас остановили огромные камни, упавшие со скалы на дорогу. И как раз здесь находится одна очень популярная скала, изображение которой можно увидеть не только на открытках про Мадейру, но также на видео многих блогеров.
Мы же не будем повторяться и поедем дальше в Порту-Мониш, где, к слову, есть приятная набережная с множеством кафе и ресторанов. Но главная изюминка места – это огромные волны, высота которых местами достигает нескольких метров. Интересно, что на закате здесь можно встретить большое количество людей с профессиональными камерами и штативами. Сегодня был интересный и насыщенный день, но пора отдыхать. Сегодня мы не поедем в горы, а устроим тур по таким вот Пескинос Натуралис, то есть такой вулканический бассейн, который образовался натуральным образом из камней. И сюда заливается вода, и днем вода нагревается до 30 градусов. Что, погнали? Летом работает с 9 до 7, а зимой с 10 до половины 6. Но, похоже, закрыто. Видимо, из-за сильных волн. И хотя большие волны в этих местах это норма, но последние несколько дней они действительно огромные и буквально накрывают весь бассейн. И даже администратор была удивлена их размером и с удовольствием рассказала и даже показала на телефоне, как они накрывают бассейн. The waves come inside or not. Окей. Because from today, I think the waves are 5-6 meters. Но, к счастью, это не единственное место для купания в этом городке, и в 5 минутах ходьбы есть еще одно. А вот здесь по соседству работает Пескино Натураль. И похоже, что она бесплатная. И несмотря на то, что природный бассейн закрыт из-за сильных волн, это не мешает людям перелазить ограждение и купаться. Натуральные бассейны Порту-Мониш – это настоящая жемчужина не только города, но и всего острова, которая привлекает сюда множество туристов. Это пример того, какие уникальные объекты может создавать природа, а человек может пользоваться этими красотами. Здесь бассейн, а здесь натуральный океан с большими волнами. Супер! В отличие от платных натуральных бассейнов, здесь нет никакого сервиса в виде раздевалок, душевых, камер хранения и проката. Но зато есть купание в окружении застывшей лавы и красивым видом. Вода класс. Где-то 23-24 градуса, может даже 25. Такая соленая-соленая, конечно. Потому что здесь своеобразный бассейн, и оно все такое не смешивается с океаном. Этот натуральный бассейн заценили, а сейчас поедем в соседний городок Сексиаль, где еще есть один Пескино Натураль. Погнали! 10 километров живописной дороги от Порту-Мониш вдоль побережья через тоннели, и мы приехали в один из самых приятных городов острова. Это сумасшедшее красивое место. Такое попробуй еще найди. Просто класс. Вот эти громадные волны, скалы, все это вместе. Сейшал – уютный и красивый город, расположенный в фантастически красивом месте, на черных вулканических обрывах, которые омывают огромные волны Атлантического океана. Он знаменит своими природными вулканическими бассейнами, в которых, пожалуй, не всегда можно искупаться из-за сильных волн. Местами вот выше той скалы, и оно просто прибьет человека к скале, поэтому, похоже, не искупаемся. Эта красота находится в западной части города, а за скалой находится ее более популярная восточная часть с большим вулканическим пляжем, видом на скалы и кафе рядом с еще одним натуральным бассейном.
пески на натурале это тоже не получается искупаться, потому что очень сильные волны и пена грязная. Зато есть вот такой симпатичный пляж с черным песком. И пока что это первый красивый пляж с песком, который я видел на острове. С прекрасным видом на скалы. И даже видны два водопада сверху. Но, пожалуй, самое необычное – это водопад, который расположен прямо на пляже и выполняет роль природного душа. В целом же очень приятный пляж с черным вулканическим песком, порой сильными волнами, на которых можно кататься на серфинге. И хотел бы отметить приятную атмосферу городка, в котором бы остался на неделю. На этом наш тур по натуральным бассейнам окончен, и мы едем вдоль побережья на северо-восток острова. Нам предстоит проехать около 40 километров дороги, часть которой проходит по живописному маршруту вдоль моря, а часть через горный не менее живописный серпантин. Час езды, и мы приехали в один из самых популярных городков острова, город Сантана. А известен он такими беленькими домиками, в которые мы и отправимся после заселения. Looks good. Мы поселились в самом центре города Сантана, поэтому перед сном прогулка по его маленькому центру, на изучение которого хватит 20 минут. Про эти причудливые домики расскажу завтра, а пока идем в кафе, чтобы отведать традиционные португальские вкусняшки, такие как паштейш и не только. Я нечаянно наткнулся на такую красивую штуку. Это национальный напиток Мадейры из маракуйи. Говорят, он крепкий. Сейчас попробую. Ну, кстати, вкусно очень. Ну, крепенько, да. Ну, градусов 20, наверное, мне кажется. Но нам не следует увлекаться этими штуками, потому что завтра ждет насыщенный день. Сегодня с утра вот такая дождливая погода, поэтому прогулку по городу и местности мы оставим на потом. А сейчас поедем на самую высокую точку острова. Поднимаемся на машине 10 километров выше облаков, где расположена парковка, с которой начинается самый короткий маршрут до горы. Поднялись на самый верх. И тут как бы прохладно и немножко моросит, поэтому придется одевать теплую и непромокаемую одежду и уже двигаться по самому верху. Это популярный маршрут. Здесь установлены указатели и карта маршрута, длина которого составляет 3 километра, поэтому навряд ли получится заблудиться. Как это обычно бывает на Мадейре, погода меняется 10 раз. И вот пока шли было солнце, а уже набежали облака, начался мелкий дождь и все затянуло. И если вы поднялись в горы и вдруг начался сильный дождь, то есть вот такие вот шелтеры, где можно укрыться от дождя и переждать непогоду. Два с половиной километра живописной дороги с маленьким уклоном под силу практически любому человеку. А далее идет развилка и место, где можно набрать воды и передохнуть перед последним сложным этапом. Просто вон на ту гору осталось зайти. Этот участок был простым, но дорога идет вот по такому хребту и очень живописно. А дальше вот такой резкий подъем уже будет сложный, но не очень длинный. Вот она, самая высокая точка Мадейры, Пико Руйва. А точнее, самое высокое место вон там, где стол. Пико Руйва является не только самой высокой горой острова, но и третьей по величине вершиной Португалии. Но самое главное, это великолепный вид, который открывается с него.
как это обычно бывает на Мадейре, облака очень низкие. И если здесь светит солнце, то вниз мы спустимся и будет опять пасмурно и, возможно, дождливо. И, кстати, если у вас есть достаточно времени, то тут есть еще тропа, почти 6 километров до пика Ариера. Так что туда тоже можно прогуляться. Но у нас, к сожалению, нет столько времени, поэтому мы пойдем назад в машине. Я в жизни много видел пейзажей, но это просто фантастика. Ну все, прощай, солнце. Хочешь солнце, забираешься на гору. Хочешь дождь, спускаешься вниз. Вот уже капли начинаются. Мы вернулись в город Сантана, главной достопримечательностью которого являются традиционные домики треугольной формы. Несколько из них разбросаны по городу, а большая часть сосредоточена в центре. В одном из них представлены типичные интерьеры, в остальных работают сувенирные магазины, и лишь в одном из них действительно кто-то живет. Там вот весы, как в нашем детстве из Советского Союза. И вот тот напиток алкогольный, который мы вчера пили. Ладно, идем дальше. Здесь ткацкий станок, и вот изготавливают ткани, наверное, в национальном стиле. И вот такие вот домики, один из символов острова. Их можно встретить практически на любом буклете о острове Мадейра. А сейчас сделаем видео, как любит моя мама. Фотографию, пожалуйста. Сюда приезжают целые автобусы туристов с разных уголков острова и иногда разочаровываются в ожидании увидеть целую деревню из таких домиков. Но мало кто знает, что в 5 километрах от города есть еще одно место, больше похожее на сюжет из сказки или фильмов. Этот комплекс состоит из 2 домиков, в одном из которых размещено кафе, а в другом музей. Помимо этого здесь есть небольшой парк с прудом и маленьким озером. Но туристы сюда приезжают ради того, чтобы пройти по живописному маршруту вдоль Левады, который ведет к красивому водопаду. Здесь такая же пышная растительность, как и на предыдущих Левадах, и неудивительно, что с португальского слова «Мадейра» переводится «древесина». Посещать каждую Леваду не имеет смысла, потому что все они, в принципе, немного похожи, и уже после 2-3 замыливается восприятие, и уже нету вау-эффекта. Поэтому едем на самый восток острова, виды которого кардинально отличаются от того, что мы ранее видели на Мадейре. 20 километров где-то проехались, и здесь уже солнышко. Класс. И судя по количеству машин, это популярное туристическое место. Пойдем посмотрим. Понта-де-Сан-Лоренцо является самой восточной точкой острова, рельеф которой представляет собой живописные вулканические скалы. В отличие от остальной части острова, здесь нет густой зелени, а встречается лишь травянистая растительность, многие виды которой уникальны, а сама территория является частью заповедника. И самый простой способ посмотреть эту красоту – пройти по пешему маршруту, длина которого составляет почти 4 километра в одну сторону и столько же назад. Такие лысые скалы, и очень красиво. Это фантастически красивый и в то же время несложный маршрут, по пути которого встречается несколько безлюдных пляжей. Конечной точкой является смотровая площадка с видом на самый старый маяк на Мадейре, расположенный на вершине небольшого потухшего вулкана. Это отличная точка, чтобы на скале встретить закат, рассвет, полюбоваться Атлантическим океаном или понаблюдать за низколетящими самолетами, которые начинают свою посадку. Вот такая вот красивая локация. Но солнце уже потихоньку садится, это значит, что пора возвращаться домой. День был насыщенным и интересным, но пора отдыхать. Семь утра, и мы приехали в одно из самых живописных мест острова – пик Ариеро. И его обязательно следует посетить на рассвете, что мы и сделали. Погнали!
И правильно сказать Пику ду Ариейру, который является третьей по высоте вершиной острова Мадейра. На вершине расположена радиолокационная станция, а также кафе, с террасы которого большинство и любуются рассветом. Мы же пошли немного дальше, чтобы найти более спокойное и в то же время красивое место. И я не буду описывать эту красоту словами, а просто запущу дрон, и вы сами все увидите. Вот такое вот живописное место и такой вот живописный рассвет. И обязательно приезжайте сюда и не опоздайте. Когда солнце уже встало высоко, то все разъезжаются обратно по домам и становится пустынно. Но если есть желание, можно пойти по тропе отсюда на пику Руйву, маршрут на который начинается у этой станции. И это тоже потрясающий живописный и популярный маршрут, по которому стоит пройти. Но на сегодня у нас другие планы. Поехали! По горной дороге мы поехали обратно в город Сантана, а потом вдоль побережья по быстрой дороге сквозь тоннели, которые проходят практически по всему периметру острова, за исключением самого запада побережья и небольшого участка на севере. Их здесь настолько много, что можно даже встретить развилки из тоннелей. Мы тем временем проезжаем под уникальной взлетно-посадочной полосой аэропорта, про которую я вам рассказывал ранее. А мы приехали еще в одно популярное место острова. Четырнадцатиметровая статуя Иисуса Христа расположена в городке Канису на живописном утесе мыса Гаражао, с которого открывается вид на Фуншал, а также одноименный пляж, к которому ведет извилистая дорожка и даже фуникулер, а сам пляж считается одним из лучших на острове. Вам тоже кажется, что эта статуя похожа на статую в Рио-де-Жанейро? На самом деле это появилось на 4 года раньше. Так что напрасно ее называют копией знаменитого Христа в Рио-де-Жанейро и менее известной скульптуры Христа в Лиссабоне. Все три статуи похожи только в общих чертах, и считать их копиями точно не стоит. И если пройти дальше за статую вниз, то здесь есть такой вот полуостров, с которого открывается красивый вид на Фуншал, и с другой стороны вид в сторону аэропорта. Ходит легенда, что впервые португальские мореплаватели высадились именно здесь, на острове, и поставили здесь деревянный крест. Со временем этот крест заменили на мраморный, а в 1927 году сюда поставили статую. Мы тоже собираемся высадиться в этом городке, неподалеку, в отеле на берегу. Nice. Это такой, как я крепленый пил. Здесь туалет больше, чем прошлая комната была. И помимо самого номера, мы получили сад с гекконами, банановые плантации и столики на берегу обрыва с видом на океан. Но, пожалуй, самое главное – это чистейшая лазурная вода. И неудивительно, что эта прибрежная зона включена в первый морской заповедник Португалии, а сам городок Канису считается одним из самых красивых городов острова, с его невысокими домиками, с красными черепичными крышами. И напоследок нам, конечно, повезло с номером, и мы заселились вот в такой вот отель.
Взяли его совсем недавно, за несколько часов, и он был на акции всего 47 евро. По здешним меркам это очень мало, потому что в среднем жилье стоит от 60 евро в этот сезон. Здесь есть несколько популярных пляжей с кристально чистой водой, на которых можно понырять с маской и даже заняться дайвингом. Но мы же отправимся на ближайший местный пляж, чтобы проверить эти слова. Вода здесь потрясающе чистая и прозрачная, а вместо людей здесь огромное количество крабов. Также поблизости есть комплекс, где можно арендовать каяк для морской прогулки. Температура воды в ноябре в этом месте около 24-25 градусов. Очень комфортно, и сама вода очень чистая и лазурная. Когда мы ехали сюда, главным опасением была именно погода. Было представление, что здесь постоянно пасмурно, льют дожди и как-то так. Но на самом деле то время, которое мы здесь были, было полдня солнца и полдня было немножко пасмурно. Так что ноябрь отличный месяц для Мадейры. И это, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам об этом райском месте. Нам же остается полюбоваться закатом, встретить рассвет и отправиться в Фуншал. Но напоследок попить кофе с вкусняшками, проводить на закате очередной лайнер и, конечно, встретить рассвет, но уже по дороге в аэропорт. Мы находимся в аэропорту Мадейра, и это значит, что наше путешествие подошло к концу. И я хочу сказать, что этот остров фантастически красивый, с высокими скалами, с густой растительностью, с большими высокими водопадами. Вы же приезжайте сюда как минимум на 14 дней, чтобы вкусить эту красоту. И мне кажется, у меня уже возникла идея на следующее путешествие. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и прочие ютубные штуки, которые помогут развить канал. Увидимся!